В глубокую миску разбиваем 4 крупных яйца. Всыпаем щепотку соли и миксером взбиваем до пышной пены. Постепенно всыпаем 100 грамм сахара и взбиваем миксером на высокой скорости до пышной светлой массы. После того, как масса увеличилась в объеме, выливаем 250 мл кефира и 30 мл растительного масла. И еще раз хорошо перемешиваем, но уже на маленькой скорости миксера. Через сито просеиваем 180 грамм муки, и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы у нас не было комочков. В полученное тесто всыпаем 1 чайную ложку соды и по желанию гасим лимонным соком, но это делать не обязательно. Хорошо перемешиваем венчиком. Полученное тесто делим на 2 равные части. В каждой емкости у меня получилось по 4 половника. В одну емкость всыпаем 25 грамм муки и также просеиваем через сито, а во вторую часть всыпаем 25 грамм какао, тоже просеиваем через сито. Каждую емкость перемешиваем, чтобы соединились все ингредиенты между собой. Берем форму диаметром 36 на 26 сантиметров, дно застилаем пергаментной бумагой и чередуя выкладываем по 1 столовой ложке теста в форму. Так мы проделываем, пока у нас не закончится тесто. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный телеграм-канал и готовьте со мной разные вкусные рецепты. Там видео выходит каждый день с разными рецептами. И я всегда вам отвечу на все ваши вопросы. С помощью деревянной шпажки делаем узор по всей форме, сначала вдоль, а потом поперек. Отправляем форму в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 15 минут. Готовность смотрите по своей духовке. Достаем корж из духовки. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна на выходе быть сухой. С помощью лопатки отделяем корж от формы и извлекаем. Убираем корж в сторонку и даем полностью остыть. Приготовим крем. В глубокую емкость выкладываем 1 банку вареной сгущенки и
хорошо перемешиваем миксером до однородной массы. Добавляем 500 грамм отвешенной сметаны и хорошо перемешиваем лопаткой, чтобы соединилась сметана со сгущенкой. Крем готов. Вот такой он получается плотный и хорошо держится на лопатке. У остывшего коржа обрезаем все края. Разрезаем пополам и каждую половинку делим еще на 2 части. Итого получается 4 части. Собираем торт. На блюдо выкладываем первый корж, сверху выкладываем пару столовых ложек крема и с помощью шпателя равномерно распределяем. Таким образом мы проделываем до самого верха, пока не закончится крем и коржи. Верх и бока торта промазываем кремом. Полученный торт отставляем в сторонку и приготовим украшение. Берем обрезки, высыпаем в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку. Вот такая получается разноцветная крошка, как у предыдущего моего тортика. Первым делом я начинаю украшать всегда бока торта, а оставшейся крошкой верх торта. В данном торте можно крем сделать абсолютно любой, не обязательно с вареной сгущенкой. Можно использовать обычное сгущенное молоко со сметаной или сметану с сахарной пудрой. Но дети у меня попросили приготовить с вареной сгущенкой. Торт готов, его можно сразу подавать к чаю или же дать пропитаться 1 час в холодильнике. Торт получился очень вкусный, очень мягкий и самое главное, не займет у вас много времени на готовку. Обязательно попробуйте приготовить, я уверена, у вас все получится. А вам я желаю приятного аппетита!